Раньше я считал всех владельцев Т4 слабоумными. У меня никак не могло уложиться в голове, что эти старые ведра могут стоить космос и так цениться на вторичке. И вот я смотрю в свой гараж, там стоит мой Volkswagen транспортер, которого я купил. И тут одно из двух: либо теперь я тоже стал слабоумным, либо ошибался в своих суждениях. Потому что эта колымага реально машина на все случаи жизни. И теперь мне мало просто ездить. Мне нужно из убитого транспортера собрать идеальную тачку для рыбалки, секса в лесу и поездки к теще. В прошлый раз мы разобрали это корыто и покрасили, а сейчас будет жесть. Закатаем панель в черный цвет, корячим нормальные сидухи, а не эти стулья из столовки. Диски будут блестеть так, что соседи ослепнут. И да, засунем антикор в каждую дырку этого автомобиля, чтобы она жила, когда мы все умрем. Итог по деньгам будет в конце. Приготовьте валидол, там сумма будет конская. Погнали! Так, друзья, хотел напомнить, что видос по установке этого спойлера, чтобы он не отвалился, долгое время ходил. Есть, правда, нюансы небольшие, на какой клей герметик, все это я рассказал в своем телеграме. Так, значит, продолжаем делать автомобиль. Хочу сейчас зеркала я покрасить. Здесь немножко даже шпаклевки где-то присутствуют. Значит, замотовали это 240-й наждачкой. Что еще будем красить? Будем красить дверные карты. Обратите внимание, состояние просто мертвецкое. Это я так неудачно химией помыл. Перемотовываем сразу такие вещи. Планирую покрасить панель, потому что она мне вообще не нравится. Серого цвета хочу ее сделать черной. Потом хочу еще сделать черный потолок. Рукоятки я вот эти уже покрасил. Покрасил с баллона, но понимаю, что нужен, конечно, двухкомпонентный материал, потому что все-таки постоянно волтузить вот эти вот места. Материал должен быть прочный. И не дай бог сюда капнет какая-то сильно реактивная вещь. Если на руках будет моторное масло, ты его туда нанесешь, то могут быть определенные проблемы. Пока в роли эксперимента. Конечно же, все панели, дверные карты будут краситься хорошим материалом. А это я буду тоже с баллоном, потому что как бы этим местам ничего не угрожает. Так, значит, первый слой я нанес, и как бы не старался я вливать его жирно, потому что все-таки баллончик, чтобы подрывов никаких не было. До этого там что-то было тоже нанесено. Так, тоненький слой дал, это подсыхает, вот мотовеет до такого состояния, после чего наносим второй слой. Следом мы замотовали также 240-й наждачкой вот это вот дело. Сейчас я беру красочку, замешиваю. Она идет однокомпонентная, но однокомпонентная для этого не подойдет, поэтому я добавляю твердитель. Черная матовая. Но перед этим обязательно, прям обязательно прозрачный праймер по пластику, который увеличивает адгезию. Он как-то типа разбавляет этот пластик, создает ему липкий слой, и потом уже наверх наносим краску. Значит, после нанесения
Оставляем это где-то минут на 30. Глянчик такой появился здесь еще. Но я залил прям хорошо, где-то небольшие капельки. Ничего страшного. Кстати, я вот нанес эту штуку, и она прям определенно лучше стала смотреться. Черная матовая краска. Добавлен отвердитель процентов 20. Сейчас наносим первый, можно сказать, припыльный слой. Значит, панелью ситуация у нас, ребята, такая же, да? Больше здесь проблема — это автомобиль заклеить. Потому что все-таки будет лететь опыл. Вот, закинули салон, заклеили руль, заклеили все, что нам не надо. Вот, и сейчас это будем грунтовать. И далее черная матовая краска. Именно черная матовая, никаких глянцев, потому что будет некрасиво. Это раз. А во-вторых, когда солнышко будет попадать к вам на панель, будет отражаться в лобовом и будет вас слепить. Так, значит, промежуточный этап фиксируем. Грунт, праймер нанесен. Панель уже такая больше в глянец превращается. Забудьте, как это ублюдски она выглядит. Скоро она будет выглядеть просто потрясающе. Продолжаем делать течик. Сейчас еще занимаемся потолком. Когда снимали, он треснул. Немножко подкинули стекловолоконной шпатлевки. И купили уже материал. Сейчас туда-сюда и будем клеить. Специальный клей наносится. Ну, как бы ничего сложного. Вот. И параллельно вот Андрюха занимается шумкой. Шумим боковухи. Скорее всего, будем проклеивать только вибрухой одной. Клей я использую 88 и немного его разбавляю, чтобы можно было нанести на ткань и потолок с помощью краскопульта. Так, значит, господа, значит, смотрите, тут уже шумочку проклеили, вибрушечку. Здесь кинули тоже, там нету. Просто показываю наглядно, как звучит. Там, где есть, там, где нету. Вот, и я про то, что хотел сказать про шумку. То есть, если ваш автомобиль оборудован кондиционером, либо вы планируете ставить кондиционер, есть смысл клеить и виброизоляцию, и шумоизоляцию. На данном автомобиле сейчас мы клеим только виброизоляцию.
Кондиционера здесь нету. Не уверен, что он будет, но вполне возможно, что он будет. И вполне возможно, мы поклеим второй слой. Но это еще пока в раздумьях. Когда вы просто ваш автомобиль без виброизоляции, вы ее клеите, он имеет характер уже такого сбитого, крепкого. Ты дверь закрываешь, она у тебя так бык-бык. Но как бы шум, он все равно будет. От кузова, там, от арок. Когда ты окно открыл, тебе вообще насрать. Есть у тебя шумоизоляция, виброизоляция, весь шум тебе в ухо летит через открытое окно. Именно поэтому, если вы ездите с открытыми окнами, вам в лучшем случае нужна только виброизоляция. Она позволяет получать от вашего автомобиля ощущение такого крепости, сбитости, такого собранного автомобиля. Короче, в дверях клеим шумку. Тут же было все такое страшное, поэтому мы тонкий-тонкий слой мастики нанесли. Потому что тут какие-то и мовили были, и всякая дрочь. Ну, как бы все сухо было, то есть жира не было никакого. Вот, поэтому тонкий, как грунтовочный слой дiniтрольчика мазанули. Для покраски колес я решил поехать в Минск к своим очень хорошим знакомым, к которым я обращаюсь не в первый раз. Совмещаем приятное с полезным, и по Минску погуляем, и заодно колесики сделаем. Диски эти были куплены мною за $350, R17. Конечно, иронично сниженные деятели, которые мне их продали, заявляли, что они идеальные, но тут, как всегда, без справки не обошлось. Благо, что у ребят на этот случай есть все необходимое оборудование и навыки. Так, здесь мы видим загиб в этом месте, довольно сильный. Так. Чтобы исключить вероятность того, что это место лопнет, то есть мы подогреем это место и будем править полку и подтянем вот этот вот кантик. Задача выровнять диск, да, для того, чтобы его можно было проточить. Не только проточить, чтобы можно было ездить и как бы не чувствовать вибрации каких-то. Диски получились просто потрясающими. В очередной раз ребята превзошли все мои ожидания. Мой старичок точно будет выглядеть теперь как новый, с этими элегантными дисками. Ребята, напишите в комментариях, как вам новоиспеченные десяндры Натэчика. Так, мужики, к нам в гараж приехала вещь, которая должна стоять у каждого, у кого руки растут из правильного места. Хватит точить втулки напильником. Встречайте новинку на рынке Weissen VM210H. Смотрите, что важно, это комплектация. Здесь сразу идет все, что нужно для работы. Быстросъемный резсодержатель с кассетами, сверлильный патрон,
вращающийся центр. По сути, достаешь из коробки и уже можно работать. Еще момент. Шпиндель с проходным отверстием 38 со стенкой 6 мм. Это значит, что можно работать с толстым прутком и не переживать, что станок не справится. И еще в конструкции используются бронзовые узлы, а это серьезная заявка на долговечность. И еще один важный момент по железу. Это не хлипкая игрушка. Здесь H-образная усиленная станина и утолщенные ребра жесткости. Она тяжелее классической на несколько килограммов, и это дает реальную стабильность при работе. В документах также лежит индивидуальный отчет о проверке точности с завода. Так что станок не поплывет под нагрузкой, когда точишь что-то серьезное. Знаете, в чем главная боль любого гаражника? Раньше в каждом моем проекте была одна и та же история. Нужна какая-то маленькая проставочка, деталька, втулка, переходник. И я ехал к токарю, звонил, ждал, пока у него появится время, пока он выточит, потом, пока это заберу, убивал на это минимум день, а то и 2. Сейчас я могу это сделать прямо здесь и сейчас, мне не нужно никуда ехать и тратить на это большое количество времени. Обустройство течика пойдет без этих дурацких задержек, какой-то крепеж довести, какую-то втулочку вытащить, вообще не будет никаких проблем. Я абсолютно уверен, что в любом гараже у любого мужика, который любит свой дом, технику и умеет держать инструмент в руках, такой станок это просто находка. Поэтому, ребята, ссылочка будет в описании. Йоу-йоу, друзья, значит, смотрите, какие обновочки подтянулись на течика. Кожа, рожа, все дела, подлокотники спереди по одному, на задних по 2. Регулировки механические, но подогрев сидений есть. Вот, за все я отдал за 4 штуки $250. Я считаю, что прям подарок. Потому что они и в велюре есть еще, но это по факту я отдал цену за велюр. Dodge Voyager. По удобству, мне кажется, это вообще идеал. Причем много кто рекомендовал, вам, ребята, за это огромное спасибо. Друзья, не обращайте внимания, что автомобиль не покрашен. Сидухи я установил еще за несколько месяцев до начала проекта, потому как сиденья транспортера были созданы не для комфортной езды, а для пыток пятых точек и спин водителей и пассажиров. Ездить на нем было очень некомфортно. В особенности пассажирам. Если еще спинка водителя хоть как-то регулировалась, то все остальное не регулировалось вообще. И проехать 300 километров на этих табуретках было просто мука. Именно поэтому я решил заранее поменять сидухи, чтобы пока я эксплуатирую этот автомобиль, хоть как-то получали удовольствие от перемещения на этом сарае. Сейчас будем менять ему сиденье. Это и это. Что хотел сказать? Вот, честно говоря, производителю камень в его огород, почему бы здесь не сделать сиденье, которое будет хотя бы раскладываться? Каким образом здесь можно ездить на дальнее расстояние? Спина просто высыпается. В чем сложность? Сделать 3 положения. Вертикальное, угловое и там еще больше. Никаких сложностей. Как бы ваг вагом, но нам нужно эту позицию исправить и сделать удобный автомобиль для дальних поездок. Потому как вполне возможно в будущем на этом автомобиле мы будем много путешествовать. Погнали! А вот это вот приятный бонус от предыдущих владельцев. Uno, due, quattro. 4 рублей. Ты шо? Они как тут и были, а? Вот это, я понимаю, цвет как подходит под панель. Офигеть. Красотень. Че, сейчас его установим. Только придумаем, как это сделать. Как же ж не присесть и не отведать эту красоту, а? Как будто-таки, наверное, чуть-чуть, может, ниже надо. Хотя, может, наоборот, идеально. Слушай, вообще, наверное, просто идеальная высота. По высоте запас сантиметров 5. Наверное, так и будем оставлять по высоте. Так, мне кажется, что это будет вообще самая легкая установка кресел, которая мне доводилось ставить. Я про передние. Спереди пришлось просверлить. Вот здесь, видите, немножко смещение в бок.
Поэтому лучшее решение, которое здесь может быть, сейчас так и сделаем. Варим пластину и сверлим отверстие. Погнали! Приварено раз, приварено два. Все, в принципе, этого достаточно. Здесь просверлил отверстие, а здесь стало штатное. Подключать это я ничего сейчас не буду уже потом. Как бы дела до этого нет вообще никакого. Вот, сейчас это вкидываем и занимаемся водительским. Пока идет все прям изумительно. Так, примерочка. Да ты шо? Ну это просто кайф. Туда, сюда. Блин, реально кайф просто. Вот, значит, все положил, все поставил. Ну, выглядит, ну, абсолютно как штатная тема. Никакого колхоза. Даже если назад заглянуть здесь, тоже все chicken McNuggin everybody. О, какая тема, а? Класс. Так, единственная проблема, какая есть, это вот, получается, ремень сюда, он, конечно же, не защелкивается. Вот, поэтому сейчас надо будет что-то придумать. Залазим сюда и откручиваем крепление этого механизма. Он сразу идет через натяжитель, но нам как бы это мало интересует. Сейчас мы его открутим и поставим наш механизм. Так, значит, ну что, еще 5 минуток поработали и поставили пристегивающий механизм. Все. Итак, господа, значит, сразу покажу уже в будущем, как это выглядит. Спереди водительская. Тоже пришлось менять механизм защелки. Смотрится, конечно, идеально. При этом это еще идеально по комфорту. Задние сидухи. Прям вообще, я не знаю, каждый раз, когда я открываю вот эту вот распашонку, блин, ну просто кайфую. Значит, каким образом? Ну, по-варварски закрепил. Тут были штатные сиденья, то есть крепления. В них я вставил, к ним приварил поперечно кузову, а к нему уже сразу приварил вот эти крепления. То есть у сидения регулировок нету. Есть такая еще удобная функция, как подстаканники. Сиденье складывается полностью, то есть и превращается в столик. Просто фартануло, вот как будто эти сиденья были созданы для меня. За такие копейки в $250 4 сиденья. Я думал мультивановские поставить. Но одно сиденье не в идеальном состоянии стоит $500. Одно. То есть мне на это нужно было типа $2000. Ну камон, ребята. Поэтому я думаю, не, поставлю какие-то альтернативные. Так оно и получилось. И считаю, что получилось идеально. Вот. При этом купил себе сразу огнетушитель, поставлю. Еще комплект крючков таких. Это специально, чтобы вешать какие-то шмотки там. Такого вот рода. Но это уже будет потом в следующей серии, когда будем интерьер делать. Так, значит, сейчас промазываем пушечным салом. Туда заливаем эмелечку. Туда сейчас позаливаем еще эмелечку. Сейчас, короче, покажу с обратной стороны. Так, здесь эмелькой прошлись, здесь прошлись. Туда позаливали. Все стыки. Здесь все пролили, потому что крыло как только станет, все, ты уже сюда просто не залезешь. Туда вон видно все пролито. Здесь все промазано. Все скрытые полости пролиты. Сейчас туда еще позаливаем. Там вверх залит, здесь сейчас зальем тоже. Вот. Ну и думаю, наверное, петли тоже. А потом можно это повытирать. Кстати, вот здесь я тоже пролил. Здесь была дырка, просто ее просверлили. Поставлю просто заглушку и все. Вот. И потом ставим крылья и уже занимаемся всем автомобилем. С крыльями делаем то же самое. Промазываем пушечным салом. Полностью промазываем. Перед этим немножко прогрели его. Кистью наносим. Почему не наносим эмельку? Потому что надо все заклеивать, иначе просто здесь туман будет большой. А так пушечное сало, в принципе, тоже с этим неплохо справляется.
Так, значит, автомобиль на подъемнике. Сейчас продолжаем заниматься оклейкой его перед обработкой. Значит, обрабатываться будет все вот здесь под фонарем, вот здесь снизу. Вот эти вот штуки я обязательно обработаю, потому как все равно здесь защита прилегает. Здесь, как говорится, ничего не видно. Зачем там лакокрасочное покрытие? И, честно говоря, вот так хочу обработать. Когда я вижу, вот ребята ездят на своих Т4 после покраски, и вот это вот все у них вот такое, знаете, беленькое, красивое, там, неважно, в какой цвет машина покрашена, и незащищенная, вот для меня это прям вот сразу вырви глаз. Потому что я знаю, что автомобиль свежепокрашенный и будет ездить зимой, и вот эти места защищены не будут, это все. Это деньги на ветер. Там ржаветь начнет это 100%. То если вы сделали, переварили, не защитили его потом, да неважно, что вы там до этого делали. Все это у вас сгниет 100%. Его нужно, понимаете, ну, условно говоря, просто затянуть в какую-то герметичную оболочку, которая не будет позволять развиваться коррозии. То есть соли на него не будет воздействовать, там, сколы и так далее и тому подобное. Именно поэтому вот эти вот места пограничные мы и закрываем. Здесь обработаем, с той стороны пообрабатываем. Здесь еще я не определился, ну не мастикой точно, здесь что-то тоже типа жирное будет обрабатываться. Здесь уже все пролито, под крыльями уже промазано. Небольшие зазоры между крыльями сделал, потому что, как говорится, если оно будет соприкасаться, будет перетираться, песок, пускай оно лучше немножко торчит. Если крыло торчит, то оно защищает арку от сколов, вот именно торец. То же самое и дверь. Если у вас будет торчать вот этот элемент, дверь его закрывать не будет, вот видите, дверь его обязана закрыть, то у вас будет скалывать кант этот 100%. Именно поэтому вы очень часто видите в торчащих арках вот здесь такие бронепленочки, даже по заводу клеят. Почему? Камень, когда попадает сюда, он отлетает, не приносит вреда. Но когда он гасит инерцию об тупо стоящий элемент, он просто скалывает. Я думаю, вы знаете, почему именно на капоте вот здесь это происходит. Сверху там над лобашом почему происходит. Именно вот поэтому и происходит. Потому что это скалы. Вот, сейчас потиху мы это заклеиваем и обрабатываемся. Обрабатываться я напоминаю, что буду обрабатываться вот так. Во-первых, мне вот эту вот херобору нужно скрыть, всю, то, что тут образовалось. Ну и во-вторых, все это защитить. А вот эти вот наслоения металлов, это вот первое место, откуда он начинает ржаветь. Это все нужно закрыть. Я вам сейчас покажу, что у нас тут под днищу есть, да. То есть весь автомобиль мы заклеили. Обрабатываться буду до сих пор. Кто бы что ни говорил, но вот эти вот места, как бы, они выглядывают немножко из арок, из накладок пластиковых. Поэтому не вижу смысла их оставлять здесь в глянце. Аккуратненько все это обработаем. Расковыряли еще некоторые места. Ржавчина появилась. Показываю здесь то, что мы переварили. Тоже подпесочим. Плюс еще такие места, которые после песочников мы еще наковыряли. Что бы вам тут не песочили. Один черт там потом все равно можно наковырять. Я говорю, что герметик напыляемый это зло. После него можно еще столько всего наковырять, что просто ужас. Пескоструй не берет его. Поэтому здесь вот немножко, вот тут немножко. Короче, нюансов хватает еще. Вот, сейчас это допесочим. И приступим к обработке. Друзья, ну вот ваш конченый герметик, который вы так любите, напыляемый, да? Была маленькая дырочка, маленькая, чуть-чуть вот ржавенького здесь было. Колупнул. О! Это что, бля? Ничего живого тут нету. Офигеть. Вот собирались уже, вот, обрабатываться, то есть все в огнях, все в идеале. Колупнули ее ПРСТ. Герметик этот. Я говорю, герметик это зло.
Прошлифовали, сейчас подпесочим немножко. Заваривать это мы место не будем, потому что, я так понял, здесь собирается песок. Вот. Потому что когда я рукой залазил, там его было прям очень много. Поэтому пускай песок отсюда будет вылетать, потому что все-таки здесь будет подкрылок стоять. С этой стороны он залетать сюда не должен. Он как-то попадает, такое ощущение, что как будто спереди, либо вот отсюда он залетает. Но скорее всего под этой морды между бампером пролетает и там остается. Так, значит, спустя энное количество времени место это отпесочено. Это место отпесочено. Ну и там по мелочевке еще что-то отпесочено, но еще в процессе. Порог отпесочили. Вот там вон ржавчина была, тоже отпесочили. Так, значит, увидел сегодня такое видео, которое немножко меня разозлило, потому что я, ну, как какому-то блогеру, видно, позвонили антикорщики и говорят, да, типа, давайте мы вам обработаем автомобиль бесплатно, а вы нас прорекламируете. И мне попадается видео. Что я вижу в этом видео? Приезжает этот блогер и говорит, ой, как у вас здесь круто, как у вас здесь классно обрабатывают. Там говорят, средняя цена по антикору, там что-то в районе 700 рублей. Хорошо, 700 рублей. Просто давайте, ну, минимальную математику. Просто если качественно делать, это как у нас там большое количество материала, ну, у них хотя бы по минималке. Просто давайте вот посчитаем. Значит, когда они обрабатывают, да, мастикой, пускай то же самое, 6 баллонов выходит. Ну, пускай 6 баллонов, потому что если более-менее делать, это 6 баллонов где-то, это уже 240 рублей. Потом ML состав минимум это там 3 баллона, ну мало мне в этом верится, конечно, это 120 рублей. Плюс налоги там 140 рублей, плюс какой-то свет, 5-10, я ни в коем случае не считаю сюда ни амортизации, там ничего вообще. Хотя там это тоже должно быть. В итоге у них остается 550 рублей. При этом тут нету зарплаты рабочего, а там явно еще, там же несколько людей работает. И что отсюда остается? Да ничего там не остается вообще. Ну, и задайте просто себе как бы вопрос. А что можно на этом заработать? То есть если машину делать 2 дня и там остается 150 рублей, ну там вообще, ребят, ничего не заработать. В 2 дня это при том условии, что делать качественно. А там явно машину не моют. Там явно, если какая-то ржавчина есть, ее не удаляют, ее делают по-быстрому, по-рыхлому. То, что я вам показал 6 баллонов, да нет там 6 баллонов. Там максимум баллона, наверное, 3, при этом еще какого-то самого дешевого. Ну, по-другому не бывает, сказок не бывает. Понятное дело, что приехал к ним какой-то блогер, они ему сделали прям сверх хорошо, там супер сервис какой-то оказали. Для того, чтобы что? Для того, чтобы он рассказал другим. Но по факту это так не работает. Если работу сделать качественно, нужно не спешить. Нужно использовать определенное количество материалов. И делается это все по времени. Если машину помыть, все, это уже, как говорится, растягивается еще на следующий день, чтобы это просушить, чтобы это собрать. Все это время. Вот. Поэтому сказок не бывает. Да, там, где хорошая цена, там, где что-то заманчивое, понятное дело, что там что-то не то. Что вот есть такая вот, ну, не буду называть, хотя не, назову, просто запикаю. Система, которая обрабатывает вам типа за 2 часа, практически ничего не разбирает. Обработали, все, ты поехал, но они тебе говорят, что, ну я не помню, по-моему 800 рублей, но они говорят, тебе нужно приезжать раз в год. Так посчитайте, если вы 5 лет будете ездить и обрабатывать не пойми чем, ваш автомобиль будет при этом ржаветь, так зачем оно надо? Лучше 1 раз обработать нормально, и все будет правильно. Как и в покраске, не бывает каких-то приколов, когда тебе кто-то за $1000 покрасит автомобиль идеально. Ну, не бывает такого, потому что, ну, дебет с кредитом не сходится. Человеку для того, чтобы сделать твою работу качественно, нужно хотя бы что-то кушать. Вот, допустим, если вы хотите отреставрировать автомобиль, к вам кто-то, вы приезжаете к мастеру, и он говорит $5000, ну, поймите, что
Невозможно ему сделать это качественно. Он ее возьмет, она будет у него гнить, стоять где-то в стороне, а он будет заниматься там бамперами разными, какими-то другими работами. Ну, потому что ему нужно что-то кушать. $5000, ну, не хватит ему, чтобы машину делать 2 года. Это даже не по $100 в месяц, понимаете, зарабатывать. Нормальная реставрация автомобиля стоит там от $50 000. Тогда люди могут и зарплату получить небольшую, там не миллионер никто ни разу. Там просто это растягивается все на 3-4 года, и люди просто получают обычную стандартную зарплату заводчанина какого, там токаря, сварщика, ни больше, ни меньше. Такая же ситуация и здесь. Для того, чтобы сделать работу свою качественно, отнестись к ней с расстановкой, со всеми этапами, это должно стоить адекватных денег для того, кто это делает, чтобы он хотя бы что-то зарабатывал. Здесь разводников хватает. Но я думаю, у меня аудитория грамотная, она плюс-минус все понимает. Эти мой маленький ждет няму-няму уже. Эти мой маленький, заходи, заходи, ждал, да? С ночной пришел. Хочешь покушать, уже и спать лечь, да? Сейчас я только возьму твою тарелку. Много было вопросов, блин, как же автомобиль так сохранился? Вот вам ответ про то, что я вам постоянно говорю. Каким образом он мог сохраниться? Открываем пороги и видим, что там была обработка. Видите? Сейчас я приближу. Чем-то автомобиль, но проливали. Чем, конечно, остается загадка, но везде пороги. Эти пороги уже вдоль, поперек у всех варятся. А там все не намека на ржавчину. Здесь, я предполагаю, варили, потому что там была пена, и она усугубляла весь процесс. Здесь тоже все. Именно поэтому пороги относительно живые. Ну как, не относительно, а живые. А здесь просто это часть арки была, и, короче, начинала гнить. Вот, поэтому, когда вам обрабатывают автомобиль какой-то, да, и если они не проливают скрытые полости, вам обработку не сделали. А, как правило, вам, когда обрабатывают за 3 копейки, скрытые полости вам не проливают, потому что материал дорогой. А во-вторых, этого просто не видно, никто никогда и не узнает, обработана была она или нет. Двадцатый раз уже подпесочиваем, что-то опять находим. Где-то еще какую-то пробку скидываем. Еще подпесочиваем. Все, не можем, как говорится, дойти до процесса обработки. И при этом, друзья мои, я вам скажу, что вот этот антикор, что мы сделаем, это будет где-то 50% спасения этого автомобиля. То есть такой кузов уже невозможно, просто невозможно спасти. Просто вообще никак. Покажу вот пример. Видите? Все. Ржавчина в шве. То есть никак ты ее отсюда не удалишь. Вообще никак. Так, друзья, показываю промежуточный этап. Значит, обработана арка, 2 арка, обработана задняя вот это вот. Потом я подробно покажу. 2 арка, 3, 4. И пошел процесс вот здесь спереди. Вот, распространение. И на данном этапе у нас сколько, Андрюха, ушло уже?
7 баллонов это 8. 7 баллонов, 8 баллон. Если хорошо обрабатывать, то и баллонов уходит достаточно немало. Поверхность непростая, рифленая, балки, перегородки, поэтому как бы и материала уходит достаточно. А если бы было полностью прямое днище, тогда бы было попроще. Так у нас и получилось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Сейчас это еще сольется все в одно и еще добрызгаем какие-то нюансы. 12 баллон. Ну, не исключаю, конечно, что мало ли может еще один расчехлиться. Но будем считать, что нужно нам было 12 баллонов. Вот, слой, как можете заметить, добротный. Все залито. Сейчас еще проходим, досматриваем все. И доливаем какие-то мелкие нюансы. Потому что так или иначе они всегда были. Они всегда будут. Вот, поэтому один человек прошел, посмотрел. Второй прошел, посмотрел. С фонариком, без фонарика. Ночью, днем. И все нюансики нужно выявить. Ну, я очень доволен, скажу так, что прям кайф. Вот ты грязнулька. Ты красавец. Нагрелся уже, где-то на солнце лежал. Не знаю. А, царапка. Царапка, ах ты курва. Друзья, обратите внимание на шагрень. Она выглядит как будто напыляемый герметик. О чем это говорит? Это говорит о толщине слоя. Если бы она была просто черная матовая, то это, как говорится, одним баллоном всю машину можно было обработать. А когда ты напыляешь и даешь шагрень, а шагрень является защитным, толщиной вашего покрытия, то и защита будет соответствующая. Вот. Чем мастика мне больше нравится, тем, что, условно, там через 10 лет появилась какая-то коррозия, да, ты всегда это можешь отпесочить, локально, не локально, все это удалить, все это снять, по новой перенанести. А когда у тебя напыляемый герметик, это все уже, пока днище не выпадет, ты уже ничего не сделаешь, ты даже ничего не увидишь там. Это я вам показывал пример вот этого места был, да. Вот. Но я даже знаю, что через 10 лет тут, в принципе, если где-то и появится, то только в тех местах, где я показал, где там на швах там было что-то, там ржавчина, ты оттуда ее никак не вытащишь. А тут, где мы нанесли цинк на таких вот местах, тут все, это можно забыть. Для тех, кто ничего не понимает в антикоре, расскажу еще раз, что антикор для скрытых полостей является первостепенной важностью. Потому как если автомобиль начнет гнить в швах и внутри полостей, то эту ржавчину остановить будет невозможно.
потому как отпесочить и удалить эту ржавчину не представляется возможным. Именно поэтому не так страшна ржавчина на дне и арках автомобиля, как в скрытых полостях. Но сразу вас хочу насторожить, что в скрытые полости недобросовестные мастера либо заливают мало материала, либо вообще не заливают, а заливают вам в уши лживую информацию о проделанных работах. Потому как проверить его наличие внутри автомобиля сложно, ну и сам материал стоит дорого. Если бы этот Т4 к нам приехал, когда он был новый, то и по сегодняшний день его ценник был бы поверху рынка, и кузов был бы в образцовом состоянии. Потому как мы его обрабатываем так, что мало кто из мастеров захочет заморачиваться. Потому что кто делает быстрее и дешевле, всегда заработает больше, чем те, кто хочет дать качество людям. Ну и, конечно же, рамка лобового стекла, куда же без нее. Все те, кто имели Volkswagen T4 в своем владении, знают, что рамка лобового стекла является слабым звеном. Именно поэтому я ее тоже обязательно проливаю. У кого-то может создаться ложное, так сказать, восприятие, что автомобиль был идеально сделан, идеально подготовлен, идеально покрашен, точно так же идеально заантикорен. Ребята, старый автомобиль можно сделать либо средненько, вот как я сделал, либо идеально. Ну, понятное дело, фуфлагонский можно делать, как бы про это мы вообще не говорим. Но если его делать идеально, это уже реставрация, то есть полностью все разбираешь, все выкидываешь, подвеску, все снимаешь. Если нужно где-то что-то переваривать, а там чуть-чуть еще где-то под днище нужно было подварить, и там было небольшое сито, когда мы отпесочили, я уже туда не лез. Мы просто это где-то подмазали герметиком и заантикорили. Можно было, конечно, залезть, переварить это все в идеале. Нет, ребят, это не реставрация, мне нужно было сделать это максимально быстро, при этом на это все ушло в районе месяца. Если бы я все это делал идеально, это 3 месяца плюс, а то, наверное, даже и полгода. Мне как бы это не нужно,
Идеального ничего в этом мире нету, и к идеалам стремиться не нужно. Если бы я к этому стремился, то ты уже здесь испытываешь избыточный потенциал. Тот, кто знает, тот знает. Когда что-то есть идеальное, сама реальность тебя хочет насадить на кукан, чтобы вот это идеальное сломать. Я думаю, вы наталкивались на своих знакомых, когда кто-то сделал тачку идеально, открасил, и ему в жопу кто-то прилетает. Либо он сам его переворачивает, либо еще что-то. Поэтому идеально делать не надо. А вот про свои истории обязательно в комментариях напишите. Не хотел вам показывать, но думаю, что все-таки может вам пригодиться. Значит, сейчас буду монтировать вот такой вот резинка-молдинг на низ крышки багажника. Потому что иногда бывает такое, что ты крышку поднял и обо что-то уперлась и сколола край. Вот именно край. Либо ты ее открыл, потом какой-то воротиной открывающийся ударил опять по краю, опять сколол. Либо у тебя что-то торчит, крышку опустил, там камушек, может, лежал, опять сколол. И вот эта вот резинка, она очень хорошо для этого подходит. Вот видите, сейчас я распакую ее. Вот, обратите внимание, какой у нее загиб идет. Как раз она зайдет под крышку. И еще, это нормальная тема для использования для лобового. Вот, над лобовым клеишь ее вот сюда, условно говоря, да. Не стоит переживать за то, что тут какая-то влага под ним будет скапливаться, потому что мы сейчас его наклеим таким образом, что влага скапливаться там не будет. Все лишнее, главное сразу отрезать, потому что неудобно будет клеить. Нужно понимать, что весь скотч сразу отклеивать не стоит. Чуть-чуть отклеил, больше, чем чуть-чуть наклеил. Сильно сразу не прожимаем. Ну что ж, давайте подведем итог. Получилось, я считаю, что прям достойненько. Значит, смотрите, как это выглядит. Оп. Расстояние, видите? То есть влага, она будет выходить. Если она и попадет под резинку, то она будет выходить из-под нее. Вот, теперь, когда, допустим, условно крышку открываешь, а у тебя, допустим, здесь стоит воротина, она бум и уперлась. Все. Как же все-таки хорошо, что к этому проекту я готовился заранее, уже как бы все запчасти есть. Вот такие противотуманки заказал. И как же хорошо все, что это можно заказывать на Озонах, на Вайлверисах. Кто-то может сказать колхоз. Ну, объективно, и Течик это в принципе автомобиль-колхоз. Поэтому все это, ребята, волосы. Дальше. Вот такие я взял фонари. Сейчас покажу, какие были старые фонари. Ну, согласитесь, вот какой невменяемый фонари вообще вот так вот чернит. Ну, камон, ребята. Фонари это ваши, ну, не глаза пусть, но, как говорится, третий глаз, который показывает всем участникам дорожного движения, что, ну, что ты делаешь, тормозишь, не тормозишь. А когда все это на солнце, ну неужели тут кто-то что-то может увидеть? Я вообще этого не понимаю. Ну сколько нужно иметь откровенно разума, чтобы делать вот такие вот вещи. Тонированные фары можно использовать только для одного. Это для растопки печи. Больше они не годны ни на что. Честно говоря, можно было их шлифануть, можно было их там переделать, но они стоят такие копейки, что оно не стоит вообще вложенного времени. Вот этот, вот, по-моему, фонарь стоит то ли 50 рублей, за что я в целом Течик просто обожаю, ребят. Именно за то, что содержать его относительно стоит гуманных денег. Если на сегодняшний день купить какой-то современный автомобиль такого плана, это там выше 20 тысяч долларов, но при этом все на него стоит просто сумасшедших денег. Возьми тот же самый бампер, на Течик стоит там, ну,
пускай там 80 рублей, на современный автомобиль $800. Ну, как бы зачем? Этот автомобиль, если в него поставить вот такие вот нормальные сиденья, как я, сделать короткоходную кулису, там, поставить кондиционер, все, ты ездишь и просто кайфуешь за какие-то, ну, вменяемые деньги. При этом он также остается экономичным, с расходом, там, я не знаю, что-то в районе там 9 литров. Кто-то будет говорить, что да, Т-чик там говно, там стоит дорого. Да дорого он стоит почему? Потому что люди оценили его по достоинству. Люди знают, что это за автомобиль. И продают его как? Кто-то выставил за какой-то сумасшедший ценник и думает, да, заберут, отдам. Не заберут, да и бог с ним, буду сам ездить. Полностью универсальный автомобиль. Можно диван возить, семью, путешествовать, на работу ездить каждый день. И что самое интересное, ощущение не буса, не минивэна, а просто легкового автомобиля. И именно поэтому сегодня он стоит столько, сколько стоит. Вот кто ездит на Т-чиках, на нормальных Т-чиках, ну то есть на аккуратных, правильных моторах, то они ездят и просто кайфуют. Да ты шо, угораешь, смотри. Смотри, какая цаца. Так, ну что, господа, последние штрихи уже. Дополнительно обрабатываем ленты бака. Я думаю, вы видели, как они отгнивают и бак катапультируется. Особенно, когда бак наполняют до полного. Если вы когда-нибудь видели такое, то обязательно напишите в комментариях. Розетка фаркопа была заменена на новую, и все болты были заменены на новые из нержавейки. Контакты были промазаны, чтобы исключить окисление, что снаружи, так же и внутри. И по периметру розетка была промазана герметиком, чтобы исключить попадание влаги вовнутрь. В принципе, розетка и была заменена из-за того, что все контакты окислились и отгнили. Ну и давайте быстренько посмотрим, что у нас получилось под днищем автомобиля. Напоминаю, переднюю и заднюю банку глушителя я поменял. Весь кузов мы обработали, все скрытые полости пролиты. Самые подверженные места гниению пролиты дважды. Болтики, всякие кронштейны пролиты МЛ составом, который обеспечивает хорошую защиту от ржавчины. Все лонжероны, все короба и все швы дополнительно пролиты МЛ составом. Экраны глушителя заменили на новые. Все резиночки установлены там, где были по заводу. Места, которые были переварены, дважды были обработаны антикором, потому как эти места очень подвержены гниению. Напоминаю, что наш антикор не воняет уже на следующий день после обработки. Итак, друзья, продолжаем заниматься, значит, Т-чиком. Вот здесь у меня раньше стояла запаска, тут такое забрало. Но проблема в том, что здесь вот есть два болта, и эти два болта то ли были слизаны, то ли еще какая-то проблема. Короче, когда Т-чик стоял на подъемнике, я запаску пытался ставить вот в это забрало. И у меня ушло, наверное, минут 30. При наличии ключей, гайковертов, что-то, ну, не получалось никак. И я понял, что от этого нужно отказываться. И было одно только решение, которое действительно меня устраивало, которое я встречал на других автомобилях, которые мы обрабатываем. Значит, есть вот такая вот установка. Вот это вот вставляешь в
в отверстие центральное, так называемое ЦО, и поднимаешь путем вращения вот этого вот болта. Единственная проблема, что это, конечно же, с какого-то Kia Santa Fe или что-то в этом роде. Вот такой длины мне не надо. Нужно его будет отрезать, переварить. Благо, что он легко и просто снимается. Это раз. И во-вторых, длина. Получается, что у меня крепление тросика центральное будет стоять вот здесь, а вот эта вращательная движущаяся система где-то вот здесь. И желательно, чтобы оно было на ровном участке. Вот эта вот длина чуть-чуть короче, нежели на этой установке. Необходимо ее отрезать и установить. Кто-то скажет, что это колхоз, кто-то скажет, что это просто жесть какая-то. Не знаю, ребят, как у вас, но у меня лично ситуация, когда вот эта штука здесь не стояла, а ее нужно сюда вкорячить, у меня проявляется такой, сука, спортивный интерес, что вы понимали. Когда я на работу приезжаю к 8-9, в лучшем случае, сегодня я здесь уже в 6 утра. Потому что прям все, мне не спится, как ее, сейчас я ее буду ставить там. Короче, буду сейчас, кайфовать от того, что впихивать невпихуемое в свой автомобиль. Поехали. Не обещаю, что буду какие-то супер подробности, но покажу плюс-минус принцип, как-то буду делать. Поехали. Так, друзья, с чего бы я начал? Это с того, что нужно ее укоротить. Но для того, чтобы ее укоротить, нужно аккуратно с тросом, его не разрезать. При этом, ну не дай бог, там как пару волосков ты отрежешь, лучше его полностью выкрутить. Почему? Потому что когда будет запаска стоять, трос будет скручен вот там, и нагрузка, не дай бог ты там чуть-чуть ослабишь эти волокна, на них не будет, потому что как бы из-за силы трения здесь будет как бы держаться все, ну, достойно. Но если ты его свернешь и будешь, к примеру, вот здесь вот резать, то, не дай бог, ты чуть-чуть повредишь трос, давление запаской на трос в этом месте будет больше, нежели когда он будет скручен и будет где-то там ослаблен. Для того, чтобы на ходу у вас не оторвалось, лучше его раскрутить и тогда аккуратненько уже подрезать, что мы сейчас и будем делать. Пришлось трубку эту разрезать вдоль, чтобы вытащить трос. Заняло это 30 секунд. Один надпильчик с одной стороны, один надпильчик со второй. Раскрыли. Все, трос не поврежден ни грамма. Болгарочка типа на минимальных оборотиках, чтобы можно было контролировать. Даже если соскочит, быстренько отвести. Вот, сейчас нужно ее сварить. Так, друзья, следующий момент очень-очень важный, если вы хотите, чтобы ваш автомобиль не гнил после покраски, ну, после антикора. Что там происходит? Тем более, значит, смотрите, показываю. Это установка подкрылков. Для чего вообще подкрылки нужны? Наглядным образом колесо, с-под колеса начинает закидывать песок, камни, грязь, начинает подрывать защитный состав ваш, либо краска, неважно. Такие подкрылки ни в коем случае ставить нельзя, категорически. Обратите внимание, между подкрылком и порогом собираться будет огромнейшее количество грязи. Воды, все это будет стоять постоянно. Вот видите, даже здесь все это есть, все это было здесь очень большое количество. При этом только выбросить такое говно. Нормальные вещи выглядят, что за красавец.
Вот таким образом, ребят, прикручиваешь его на шуруп, как и прикручивается локер. И дальше на китайские вот такие стяжки, которые крепятся к локеру тоже. С одной стороны Т-образно, с второй стороны вот такая вот заглушечка. Все, летящая пыль, грязь, мусор уже не летит, порог защищен, все хорошо, все надежно. Сейчас я накидываю колеса на течик и буду это делать таким образом, потому что я не видел еще, как течик смотрится на этих колесах, прям открашенный, с открашенными колесами. И сниму свою реакцию для вас. Буду вот ходить так, знаете, вниз, голову опустивши, чтобы потом в сторону отойти и заснять для вас свои эмоции. Поехали. Колесики-то вот они. А течик-то вот он. Должно получиться просто пушечно. Я вот черное на белом, белое на черном. Должно просто потрясающе быть. Готово. И сейчас я смотрю на это произведение искусства. Да ты шо, угораешь, что ли? Я офигею, ребятишки. Как он стоит бодро. У него еще жопа задрана получилась. Как ракета просто. По поводу стоимости я вас сейчас сориентирую по поводу покраски и по поводу антикора. Значит, по поводу покраски это не идеальная подготовка, это относительно быстрая подготовка. И такая вот покраска стоит где-то от $3000 вместе с материалом. Покраску мы не осуществляем, я делаю только исключительно свои автомобили. По поводу антикора. Этот антикор я не могу считать идеальным. Почему? Потому что такой автомобиль это уже реставрация. Если его делать идеально, это его нужно полностью реставрировать кузов. Все разбирать, все поднимать, все полностью вываривать, расшивать. Такое это как бы уже космос. Это то, что вы видели, это стоит где-то от $2000. То есть этот автомобиль не стал новым, не стал отреставрированным, но еще какое-то долгое время он может поездить и проблем знать не будет. Где была ржавчина, даже где-то был сквознячок, мы это отпесочили, зацинковали и герметиком подмазал я эти дырочки. Все, автомобиль будет ездить без проблем. Изнутри это я тоже обработал. Он будет ездить. Но если бы это была реставрация, это было гораздо дороже, гораздо сложнее и гораздо дольше, что самое важное. Ну и в конце, как и обещал, подведем итог стоимости вот этого всего движения. Значит, автомобиль был куплен за $7500 в том состоянии, в котором вы его видели. $3000 это стоила бы покраска, если бы я делал ее не сам, и антикор в районе $2000. Итого это где-то $12500. При этом я вам покажу еще список всего того, что было куплено. Это задние суппорта, там переборка суппортов, там фары, фонари и так далее и тому подобное. Список просто нескончаемый. И в итоге вся эта стоимость выходит где-то к 16-15 тысячам долларов, понимаете? И когда я буду продавать условно свой автомобиль, за сколько мне его продать? Вот вы сами посудите, за 10, и еще будут другие в головы крутить, что типа за сколько ты ее продаешь, эту тачку. Вот поэтому у них такие сумасшедшие стоимости. При этом я, можно сказать, не считал сварку. Если какой-то другой экземпляр взять и пробежаться там по сварке, вы еще смело еще 2-3 косаря долларов можете докидывать. И это уже автомобиль к 20 тысячам долларов выстреливает. А имеет оно смысл? Конечно же не имеет. Проще взять что-то уже современное за 20-ку и кататься. Лично мое мнение, что основная проблема, почему они так дорого стоят, изначальная стоимость у них дорогая. $7500 тут нечему было стоить. Ну вот такой рынок, он диктует себе правила, понимаете? Так вот,
Так как я делал все сам, в моем случае на это все ушло с самой стоимостью автомобиля в районе 11 с небольшим тысяч долларов. Лично, как по мне, оно вроде бы и стоило того. Теперь у тебя есть автомобиль, который очень красивый, нравится. Я просто тащусь. Вот когда я вижу этот автомобиль, меня просто текут слюнки. Если мне задать вопрос, жалею ли я, что купил этот автомобиль и вкинул в него столько денег, ребята, не жалею ни капельки. Вот реально кайфую от того, что есть. Когда я свою делал Е28, я ее восстанавливал 2 года, и мне на это понадобилось 15 тысяч долларов, и продал я ее потом за 9, то да, я жалел, потому что мне этот автомобиль не подходил, вообще никак не подходил. Этот автомобиль подходил только ездить, к примеру, по выставкам. Я такого не любитель делать. А вот этот автомобиль мне подходит абсолютно. Я вот куда бы я ни ехал, что бы я ни делал, я могу этот автомобиль оставить, а все остальные продать, и буду себя очень комфортно чувствовать. В следующей серии мы будем заниматься интерьером, будем делать раскладушку по ебушку и будем делать столик-алкоголик. Поэтому обязательно подпишитесь, обязательно поставьте уведомления, чтобы не пропустить, потому что это будет очень полезная информация и очень классно, что вы у меня есть. Все, ребята, всех обнял, всех поднял, всех покружил и поставил на место. Давай, пока.